Привет! Привет, друзья! Я приветствую вас на моем канале о русском языке и в частности о русском произношении. Сейчас уже середина декабря, а это значит, что подходит к концу 2023 год и приближается 2024. Еще достаточно много дел запланировано у меня на декабрь, но мы уже можем подвести итоги рабочего года, потому что основные, самые трудные, самые большие рабочие процессы у меня завершились. Если вы со мной провели весь 2023 год, прошли через весь мой контент, то я вас приглашаю вместе подвести итоги этого года. Если вы нашли мой канал недавно, то все равно присоединяйтесь, потому что вы поймете, как у нас вообще был построен этот 2023 год. И кроме того, у вас будет возможность повлиять на контент следующего года. Итак, что будет в этом видео? В этом видео я расскажу про результаты здесь, про наши с вами результаты на канале, на YouTube. Еще я хотела бы поделиться успехами некоторых своих студентов. Мне кажется, это мотивирующе и впечатляюще. Да, еще я расскажу вам не только про свои успехи и обнадеживающие результаты, но и про свои провалы. А точнее, расскажу, что у меня не получилось сделать в этом году, что я очень хотела сделать, но не успела или не получилось по каким-то причинам. И еще я расскажу, что нас ждет в оставшиеся недели декабря. Если вам интересно, пожалуйста, оставайтесь со мной, наливайте чая и погнали подводить рабочие или учебные итоги года. И, кстати, если вы тоже любите подводить итоги в конце года, не стесняйтесь это сделать, напишите в комментариях, что в этом году у вас получилось сделать, или наоборот, что не получилось. Отрицательный результат — это тоже, знаете ли, результат. Итак, сначала про YouTube и Instagram. Не знаю, насколько вам это интересно, но мне это интересно, поэтому я расскажу. Нас стало больше, и это приятно. На Ютубе нас уже больше 2000 человек, а в Инстаграме нас уже больше 4500 человек. Представляете? Не могу скрыть свою радость по этому поводу. Короче, прикольно. Что у нас с вами происходило в 2023 году? 2023 год я решила разделить на 4 тематических блока. В каждом блоке я публиковала несколько длинных видео и несколько коротких видео тоже. И, кстати, очень горжусь тем, что я выдержала вот эти 4 марафона коротких видео, потому что на самом деле, когда у тебя есть основная работа, студенты, проверка, там, в общем, много разных процессов, да, много работы. Каждый день публиковать видео, пусть даже короткие, это все равно занимает время и требует силы воли, знаете ли. К концу года я, конечно, уже еле-еле допубликовала эти короткие видео, но я очень довольна результатом. Каждый блок тем закрывался, завершался нашей встречей на мастер-классе. Это действительно урок на 1,5 часа каждый, где я, наконец, встретилась с фанатами фонетики. Каждый мастер-класс мне запомнился, каждый участник мне запомнился. На каждом мастер-классе было очень много информации, конечно, может быть, слишком много, немножко. Это была шикарная идея, на мой взгляд, сделать такую структуру в 2023 году. Как я и говорила,
Такого формата в 2024 году больше не будет. Да, если вы присоединились к нам, к нашему сообществу совсем недавно, я вам очень рекомендую открыть гайд по моему каналу. Это ссылка на гайд будет в описании. Я думаю, это будет вторая ссылка в описании. Это очень удобно. Вы можете просто смотреть одно видео за другим, и вы в буквальном смысле пройдете фонетический курс. Советую вам не пренебрегать короткими видео тоже. Я знаю, что не все смотрят короткие видео. 1 минута, что там может быть полезного, но в каждом коротком видео я говорила что-то ценное и полезное. Еще разок, ссылка на гайд будет в описании к видео. Отдельно хотелось бы сказать спасибо всем тем, кто меня поддерживал весь этот год и шел вместе со мной. Отдельная огромная благодарность участникам мастер-класса за доверие, за то, что кто-то даже не спал, потому что время было неудобное и все равно пришел на мастер-класс. Участникам мастер-класса я уже написала отдельно. Статистика на YouTube показала мне, что, оказывается, я в этом году опубликовала 116 видео. 116 видео, представляете? Огромное количество. И почти 700 раз моими видео поделились. Это так приятно было. Я раньше не видела этого показателя в статистике. А оказывается, моими видео делятся. Напомню вам, что мы делали в этом году. Друзья мои, когда подводила итоги, я обалдела от того, сколько всего мы с вами сделали в этом году. Просто смотрите. У нас были прямые трансляции, и мы с вами читали Лермонтова. Помните такое? Кто был? Кто был? Я познакомила вас с 2 своими студентами, с Эндрю из Америки и с Вероникой из Польши. Я познакомилась с Артемом с канала Russian Progress. Еще у меня был интереснейший диалог с Полиной, и мы сравнивали Китай и Россию. Мы говорили с вами про лучший метод изучения русского языка. Я рассказывала, какие ошибки делают носители русского языка, и вообще делилась своим мнением по поводу ошибок. Я вам показала Москву, мы гуляли с вами по Москве. Я показывала вам Сегет, город, в котором я живу. Я вам показала Александровский лес и грибы, и как русские люди собирают грибы. Помните такое? Что еще? Мы с вами определили, что на моем канале очень много шпионов и Достоевских. Если вы еще не смотрели предыдущее видео, 3 типа людей, которые изучают иностранный язык. Посмотрите, пожалуйста, определите свой тип. В общем, обалдеть, сколько всего за этот год было. И на следующий год у меня уже есть, не планы, но идеи. Есть много. Но я хотела бы от вас тоже услышать пожелания, что бы вы хотели изучать в следующем году, о чем бы вы хотели узнать от меня в следующем году, что вам интересно. В связи с этим я предлагаю вам заполнить небольшую анкету. Она тоже будет в описании к этому видео. Это займет у вас 1-2 минуты. Очень прошу вас заполнить эту анкету, ответить на несколько вопросов, чтобы я, опять же, чувствовала и понимала, где вы сейчас, что вам нужно. И таким образом могу вам дать больше полезного. Следующая вещь, о которой я хотела бы поговорить в этом видео. Полгода назад я снимала видео о том, что хочу устроить эксперимент со своими студентами в университете. Проблема была такая. В одной группе сидят совершенно разные студенты. Разные по уровню языка, разные по языковым способностям, разные по характеру, вообще разные люди.
И когда мы всех пытаемся оценивать по одним и тем же критериям, получается, ну, мягко говоря, несправедливо. Но тут даже разговор не о справедливости, а о том, что оценка 1, 2, 3, 4, 5 не отражает реальность, и она никак не мотивирует студента, не стимулирует, она ему не помогает, она только мешает и студенту, и преподавателю. К тому же студенты впадают в какой-то инфантилизм, когда преподаватель выставляет им оценку. Рассказываю, что я сделала в этом году. Передала ответственность за выставление оценок своим студентам. То есть на первом уроке, на первом занятии семестра я заявила, что студенты будут сами себя оценивать. Я тоже буду их оценивать, и у меня будут свои критерии. Я им показала, из чего будет состоять оценка, сколько процентов весит там домашнее задание, участие, контрольное и так далее. Очень важной частью оценки стал не экзамен, как обычно это бывает, а участие в течение семестра и индивидуальный проект. Кроме того, на первом уроке семестра мы со студентами поставили индивидуальные цели по каждому предмету, по каждой дисциплине. Это, кстати, было очень тяжело. Знаете, поставить адекватные, четкие, понятные цели – это очень трудно. Чтобы поставить цели, нужно понимать, чего ты вообще хочешь от этого предмета, от этой дисциплины, от этого преподавателя, да? Мы столкнулись с тем, что студенты не очень понимают, чего они хотят. И на последнем занятии семестра мы открыли эти анкеты и сравнили цели с результатами. Студенты оценивали себя. Сравнивая результаты и изначальные цели, они выставляли себе оценку. 1, 2, 3, 4, 5. И знаете, что здесь было очень-очень ценно? Во-первых, я наконец-то услышала от них фразу «я могу больше». То есть вот мои результаты есть. Это тоже было очень ценно, что студенты увидели свои результаты. Заметили, что они выросли за этот семестр. Чуть-чуть, но выросли. Также ценно было услышать от них «я мог больше», «я могу больше». После того, как я рассказала про эту идею полгода назад, 2 преподавателя мне написали, что им симпатична очень эта идея, но им кажется, что студенты завысят себе оценку, поставят себе слишком высокую оценку. То есть нельзя отдавать студентам право выставлять себе оценку, потому что они завысят ее. Прошло полгода, да, мы подвели итоги, студенты выставили себе оценку, и знаете что? Они ее не завысили. Они ее совершенно не завысили. Более того, я вам скажу, они себе поставили очень даже справедливые оценки, а иногда даже занизили оценку себе. Они все видят, они все понимают, и они взяли на себя ответственность и поставили себе оценку. Как я говорила, да, оценка здесь не была целью, целью было включить осознанность. Вот такие дела. Я сказала, что у студентов были индивидуальные проекты. Да, это были проекты в соцсетях. Ну, естественно, да, что может еще предложить преподаватель-блогер? Я предложила им создать свой канал там на Ютубе или аккаунт в Инстаграме или канал в Телеграме. И иногда мы устраивали там челленджи. То есть нужно было каждый день в течение 7 дней выкладывать что-нибудь на русском языке. Видео, аудио или текст или что-то. Меня очень порадовало, как раскрылись некоторые студенты, знаете. Знаете, я про таких студентов, которые во время урока молчат, а тут начинается челлендж, и этот студент каждый день выкладывает видео, говорит по-русски.
И я сама замечаю, что мне просто интересно каждый день смотреть блог этого студента, что там с ним сегодня происходит. И мне было особенно приятно, когда в последнем видео челленджа эта студентка сказала, что ей жаль, что заканчивается этот марафон, потому что она чувствует, как это было полезно для русского языка, и вообще ей понравилось вести блог. Вот так. Но это еще не конец, да, мы продолжаем, я продолжаю тестировать этот формат в следующем семестре. Посмотрим. Еще хотелось бы поделиться с вами результатами моих индивидуальных студентов, с которыми я занимаюсь фонетикой. Я вообще очень мало делюсь результатами студентов, это надо исправлять. Во-первых, один мой студент сдал экзамен C1 по русскому языку. Вот. Об этом я уже рассказывала в Инстаграме и предлагала даже вам почитать его блог, где он очень подробно, честно, без прикрас, без преувеличений описывает процесс, как он вообще к этому пришел, и процесс сдачи экзамена. И это, знаете, не история успешного успеха. Прочитав этот текст, вы поймете, сколько работы стоит за всем этим, за этим большим результатом. Но тем не менее, мне кажется, это очень мотивирует до мурашек. Еще один яркий такой пример, который бы мне хотелось вынести вот в это финальное видео, итоговое видео года. У меня есть сейчас один студент, с которым мы начинали заниматься, я думаю, в прошлом году. Этот человек тогда пришел ко мне с такой проблемой. Он сказал: меня не понимают, когда я говорю по-русски. Рядом со мной живут русские люди, я пытаюсь с ними говорить, но меня не понимают. И сейчас, буквально вот недавно было занятие с этим студентом, и я слышу прогресс, я слышу, как мы поставили мягкий «ля», труднейшая тема, труднейший звук, как он слышит и воспроизводит разницу между «ш», «щ», как он начал понимать мелодику русского слова, насколько чище, яснее, понятнее стала его речь. Надеюсь, однажды я найду первую его запись и покажу вам одну из последних его записей, чтобы вы это тоже услышали, но для этого мне надо сначала спросить у него, можно ли так сделать. Ой, очень длинное какое-то видео сегодня получается. Ну ладно, давайте я постараюсь уже побыстрее о следующих пунктах говорить. В этом году меня впервые пригласили провести серию семинаров для преподавателей. Я работаю обычно индивидуально, а тут нужно было провести семинар, причем как для иностранных преподавателей, для которых русский не родной, но они учат русскому языку, так и для носителей русского языка, которые тоже учат русскому языку за границей где-то. Точнее, не где-то, а в Германии. Оказалось, что тема произношения очень непростая тема для многих преподавателей. Непростая и даже пугающая, я бы сказала. Многие преподаватели не понимают, как привести студента к результату в произношении. Но об этом напишу отдельно, я думаю, отдельно в посте. Так, еще из таких вот мероприятий и событий я в этом году побывала на Polyglot Conference. Это не рабочее событие для меня было, скорее так, развлечение, социализация. Вот познакомилась там с людьми. Достаточно такое громкое событие. Я о нем рассказывала в Инстаграме. И в своем закрытом Телеграме тоже делилась впечатлениями. Кроме того, я сама выступила на конференции в этом году, на конференции в Сегедском университете. Я там говорила на русском языке, а аудитория венгры, все венгры, на русском мало кто говорит.
И перед выходом на сцену я очень волновалась, потому что думала, ну кто меня будет слушать? Я буду говорить на русском, кто меня будет слушать? Да, моя коллега переводила то, что я говорю, но все равно, мы все понимаем, что тяжелее так слушать, когда кого-то там переводят еще. Но в итоге меня слушали даже более чем внимательно вообще, и вот так вот смотрели, не могли оторвать глаз, и потом даже подошли ко мне после этой конференции поблагодарить за то, как я красиво говорю по-русски. Пусть даже непонятно. Очень важный пункт. Я в этом году начала работать над своим фонетическим курсом для платформы Coursera. И тут время перейти к провалам этого года или к несбывшимся мечтам, к неосуществленным планам. Помните, да, что я хотела рассказать вам, что у меня в этом году не получилось, чего я не достигла, что я очень хотела, но не успела. Так вот, Coursera на первом месте. В начале года, в начале 2023 года я распланировала так свой год, что в декабре, вот сейчас, в декабре, в январе, мой курс на Coursera уже должен был быть готов. И вообще, по моим планам, я сейчас должна была вам рассказывать, мол, ура, наконец-то курс на Coursera, вот, ссылка, смотрите. Вот, это была бы ярмарка тщеславия, но получилось все не совсем так, как я планировала. Съемку курса задержали, и теперь съемка переносится на февраль-март следующего года. Какой еще фейл? Монетизация на моем канале на YouTube. Уже вот 2,5 года, уже почти 3 года я не получаю от этого никаких денег напрямую. И вот эта монетизация, она как морковка, которая постоянно от меня ускользает. Вот у меня есть такое ощущение. Но зато у меня появился аккаунт на Boosty теперь. То есть есть и Patreon, и Boosty, и там меня тоже можно поддержать. Так что, если вы хотите поддержать, поддержите. Быстренько вам расскажу, что нас ждет в оставшиеся 2-3 недели декабря. Во-первых, я хотела бы вместе с вами, точнее на ваших глазах, приготовить мое любимое блюдо. Мое любимое, правда, мое любимое блюдо. Еда, которую я очень люблю. Пока не буду говорить, что это такое, вы можете просто догадываться. Но да, будет кулинарное шоу у нас скоро. Кроме того, я бы хотела сделать отдельное видео, где я отвечаю на ваши вопросы. На вопросы о русском языке, на вопросы не знаю, о Венгрии, о России, о преподавании, об университете, о фонетике, о личной жизни, о брекетах, может быть. Было 2 вопроса в Инстаграме про брекеты. Может быть, это вам интересно, не знаю. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, тоже задавайте их. И в отдельном видео я на них отвечу. Я планирую опубликовать еще несколько постов для патронов в своем закрытом телеграм-канале. Давненько меня там не было, пропала я опять. Планирую реабилитироваться перед Новым годом. На этом пора уже заканчивать. Вот такие вот у меня получились итоги рабочего года. Еще раз напомню, что в описании есть ссылка на гайд по этому каналу. Кроме того, вы найдете ссылку на анкету. Пожалуйста, заполните ее, если вы хотите повлиять на контент на моем канале. Поздравляю вас с наступающими праздниками, с наступающим Рождеством. Тех, кто отмечает Рождество совсем скоро, 24-25. А с наступающим Новым годом тоже поздравляю. Спасибо за то, что вы остаетесь со мной в этом году и переходите вместе со мной в следующий год. Спасибо, что делитесь моими видео. Это была для меня новость, честно скажу. Спасибо за комментарии. Спасибо за лайки. Спасибо за все, дорогие мои. Увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока.